Добрый день, меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. А сегодня я начинаю серию видео, которые будут посвящены связи между физикой и психологией. В каждом таком видео я буду обращаться к тому или иному физическому феномену сквозь его призму связи с психологией и поведением людей. Я делаю это потому, что обычно психика и психология воспринимаются через теории и в целом являются частью философско-религиозной парадигмы познания, в которой создаются абстрактные модели, не имеющие связи с реальностью или каких бы то ни было подтверждений. В такие модели можно либо верить, либо не верить. Тогда как психика и психология как дисциплина, изучающая психику, основывается и подчиняется физике, функционирует по тем же принципам, что и любое физическое явление, потому что психика – это часть тела, такая же, собственно говоря, как рука или нога. К слову, физика на древнегреческом означает природа или природный, поэтому в рамках природно-ориентированной психологии и психотерапии обращение к физике, то есть к знаниям о природе, а не к философии или религии, является опорой как информационной части системы, так и инструментальной. И первым феноменом, о котором мы поговорим, будет принцип запрета Паули. Этот принцип квантовой механики, сформулированный австрийским физиком Вольфгангом Паули в 1925 году, гласит, что два и более идентичных объекта не могут одновременно находиться в одном и том же времени и состоянии, занимая одно и то же место. Какое это имеет отношение к психологии? Прямое. Если сказать простыми словами, то принцип запрета Паули про то, что невозможно совместить несовместимое. А теперь представьте, как часто люди пытаются делать это, и многим даже кажется, что вполне успешно, ведь такое совмещение происходит на уровне воображения и мышления, то есть виртуальных процессов. А там физические законы не действуют, и априори возможно все. Другой вопрос – последующий контакт с реальностью. Совмещать несовместимое – такая занятная ловушка, весьма привлекательная, потому что представляет из себя некий игровой процесс, в который легко втянуться, особенно когда вопрос для человека важный. Люди пытаются совмещать несовместимое, создавая иллюзии как насчет себя, так и насчет других людей, взаимодействуя с ними, насчет мира в целом. Проблемы начинаются, когда в опыте взаимодействия оказывается, что конкретный человек, он только такой, какой есть. Он не может стать другим. Отношения с конкретным человеком тоже могут быть только какими-то одними по качеству, содержанию, характеристикам. Потому что в отношениях состоят люди, каждый из которых может быть только собой и больше никем. Что происходит согласно принципу запрета Паули, если два объекта таки пытаются занять одно место? При попытке наложения объектов возникает парадокс, который разрешается через уничтожение, через рассеивание энергии одного из них, либо обоих. Говоря языком физики, через изменение квантовых свойств или состояния объектов. Возвращаемся к психологии. То же самое происходит и с людьми, которые на уровне реальности пытаются совместить несовместимое. Возникают критические искажения, ведущие к нарушению целостности системы, организма, психики как части организма, отношений, порой к ее разрушению. Проще говоря, проявляются боль и страдания. Так вот, следует знать физику и соотносить ее не только с какими-то далекими категориями, а перекладывать принципы ее функционирования на принципы своего функционирования, потому что мы, люди, рядовой физический объект, и подчиняемся тем же базовым принципам, что, например, и вся Вселенная. Да, безусловно, принцип запрета Паули, он про разрешение парадокса путешествия во времени. То есть, что будет, если встретить самого себя. Однако, человек может разрушить свою целостность даже без путешествий во времени и пространстве, всего лишь игнорируя базовые принципы устройства организма. Более того,
Путешествие во времени пока всего лишь вероятность, тогда как попытки совмещать несовместимое – это повсеместно распространенная практика, от которой люди, к сожалению, страдают ежедневно. Вот такой вот пример. А на этом я буду заканчивать. Надеюсь, вы поняли, в каком ключе я буду рассказывать о связи физики и психологии. Напомню, что под видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне, а я желаю вам всем всего наилучшего и говорю до встречи!